мое мнение, энергия денег является энергией, которая возникает в виде чувств в тот момент, когда человек думает о деньгах, думает о своем будущем, думает о своем материальном благополучии, которое у него будет развиваться на протяжении денег. Как же энергия денег связана с нашей жизнью? Давайте определим, что же такое на самом деле деньги в нашей жизни. Скажите, каждый из нас, наверное, кто работает на кого-либо или на себя, наверное, столкнулся вот с чем. Когда мы посвящаем свою жизнь зарабатыванию денег, то это звучит, как я потратил там 7, 8, 9, 10, 11 часов на то, чтобы зарабатывать деньги, и после чего получил эти деньги. Таким образом, можно фактически сказать, что моя жизнь 11 часов, которые я провел для того, чтобы заработать деньги, равняется той сумме, которую я заработал. Таким образом, можно сказать, что многие люди думают, что они ходят на работу. На самом деле, эзотерически это звучит как «я иду для того, чтобы поменять свою жизнь на материальные блага». Таким образом, я фактически свою жизнь меняю на материальные блага или меняю на деньги. Таким образом, можно сказать, что жизнь и деньги, они между собой приравниваются. Увеличение стоимости нашей жизни может быть связано с привлечением в нашу жизнь материального благополучия. А что является ценностью нашей жизни? Ценностью нашей жизни являются наши чувства. Чувство восхищения, чувство радости, чувство эстетизма, чувство какого-то благополучия и любви. Вот эти чувства, они увеличивают стоимость нашей жизни. Так стоимость жизни человека, который все время огорчен, более низкая, чем стоимость человека, который слушает музыку, который играется со своими детьми, который радуется всему окружающему его на земле. Увеличивайте стоимость жизни, становитесь эстетами, начинайте радоваться, начинайте испытывать или получать хорошие эмоции, начинайте это делать. И тут же сразу же появляется такой вопрос: Андрей Андреевич, как же испытывать хорошие эмоции, если я проживаю в своей жизни с такими людьми, которые меня все время огорчают? Я хочу вам сказать, что в случае, если у кого-то плохое настроение, человек чувствует себя плохо, старайтесь произносить слова, но делайте это про себя, не говоря этому человеку. Произносите: я ни при чем. Вы действительно ни при чем, когда человеку плохо. Вы действительно ни при чем, если человек страдает гипертоническим заболеванием сердца или у человека высокая глюкоза в крови. Вы ни при чем. Не берите чувства других людей, как бы одевая их на себя. Не формируйте свою ценность жизни, одевая на себя чужие одежды, которые навязывают вам те люди, которые живут рядом с вами. Определитесь наконец-то, на какой вы стороне, каким богам вы служите. Я об этом часто говорю. Мой совет такой: каждое утро, когда вы просыпаетесь, сложите руки перед собой и после чего скажите: я поклоняюсь добрым богам, я добрый человек. Вот если вы будете так делать, то вы увеличите стоимость своей жизни, и добрые боги дают добрые события. Таким образом, в вашей жизни очень все может поменяться в лучшую сторону и очень быстро. Вы увидите, как вы успокоитесь, вы увидите, как изменится отношение по отношению к вам, и вы увидите, как увеличится стоимость вашей жизни. Очень много людей сдвигают себя в сторону критики, обвинений, злости, обид и так далее, забывая увеличивать стоимость своей жизни, стоимость ценности своей жизни. Я рекомендую вам быть более добрыми, я рекомендую вам быть более эстетичными. Не забывайте о том, что мы радуемся жизни, видим окружающий нас мир, получаем удовольствие от того, что мы просто просыпаемся, от того, что у нас есть семья, от того, что вокруг нас что-то находится. Не переходим в состояние вчерашнего дня, не падаем в иллюзии или не впадаем в иллюзии. Стараемся хоть по чуть-чуть увеличивать стоимость нашей жизни. Следующее. Куда течет любовь, туда текут и деньги. Тайна номер 4 обозначает, вот смотрите. И
И как же включить к себе поток денег? Человек может включить к себе поток денег или в свою сторону поток денег, если он включает в свою сторону чью-либо любовь. Каким образом это происходит? Вас могут любить безвозмездно ваши дети. Вас могут любить те люди, которые живут рядом с вами, если вы для них что-либо делаете просто так. Вас могут любить в случае, если вы кого-либо гладите, обнимаете, целуете. Делайте так, чтобы любили вас близкие люди, делайте им подарки, разговаривайте с ним о чем-нибудь, находите контакт, стройте коммуникации, стройте какие-то мосты, меньше злитесь друг на друга, отпускайте какие-то плохие события, которые были в прошлом, держите друг друга за руки, старайтесь не обижаться, старайтесь понимать человека, делайте все для того, чтобы этому человеку было комфортно. Знайте, как сказал Достоевский в книге «Униженные и оскорбленные», в основе любого альтруизма или альтруистического поступка есть жажда наживы. Знайте, что это вы делаете не просто так. Вы это делаете во имя того, чтобы любовь текла в вашу сторону. Тот человек, который будет создавать в вашу сторону чувство любви, тот человек фактически будет направлять в вашу сторону энергию денег. Так как человек, создающий в вашу сторону энергию любви, создает фактически для вас приход материального благополучия. Что нужно делать, допустим, со своим бизнесом? Очень часто человек, который занимается бизнесом, не понимает этого. Вы должны знать, что когда вы делаете бизнес или когда вы продаете, допустим, какую-нибудь вещь или создаете какой-нибудь вид вашего бизнеса, вы должны знать, ваш бизнес должны полюбить. Ваш бизнес должны полюбить почему-то. Именно это и является вашей такой ключевой задачей. Когда вы делаете бизнес, старайтесь так, чтобы вы о нем говорили хорошо. Говорите о том, что есть за что его любить, есть за что любить вас, есть за что ценить. И находите для себя возможности презентовать это, делайте это в социальных сетях и так далее. Очень важно, чтобы любили вас ваши близкие. Помните, что существует закон, который звучит как время максимального привлечения в жизнь человека, материального благополучия. Это время, оно эмпирически было мной высчитано, это время с 18 часов вечера по 23 часа вечера. В случае, если в это время человек испытывает состояние наслаждения, состояние радости, состояние тепла, состояние чувственности, состояние какого-то расслабления, и у него есть эмоции, они приятные, у этого человека таким образом подключается к нему поток материального благополучия. А что мы делаем именно в это время? Мы ругаемся, выясняем отношения. Почему я это говорю? Я когда-то жил в общежитии и начал обращать внимание, что чем громче ругаются соседи, тем больше в их жизни появляется неприятностей. И они обычно ругались как раз в это время, потому что до этого времени все работали, потом они сидели за столом, начинали выяснять отношения, выпивали алкоголь, начинали драться и так далее. Все очень плохо в их жизни заканчивалось. Конечно же, очень хорошо, если вы красивый человек. Если вы красивый человек и вы гуляете, то люди, которые смотрят на вас, они стараются излучать флюиды любви, тем самым направляя в вашу сторону энергию денег. На самом деле эти люди направляют флюиды любви в вашу сторону течет любовь. А эта любовь, она изменяется, когда подходит в вас или в вашу жизнь, входит как чувство другого человека, видоизменяясь на материальное благополучие. Также я хочу сказать вам, допустим, человек говорит, я не могу продать свой бизнес, не могу продать там недвижимость, не могу продать квартиру, не могу продать еще что-то. Что необходимо сделать для того, чтобы продать? Восхищайтесь такой квартирой, такой машиной, таким бизнесом. Говорите, мне нравится это. Когда человек говорит, мне нравится, о чем он говорит? Он фактически посылает в эту сторону любовь. Он говорит, какая красивая стена, какое красивое колесо, какая красивая обивка, какой красивый человек, какая красивая там еще что-то. Мне нравится этот стол, мне нравится этот потолок, мне нравится вход в эту квартиру, какая хорошая красивая квартира.
И вот если вы продаете квартиру, такая квартира будет 100% продаваться, потому что вы ее облучите флюидом своего восхищения, что фактически поменяет эту квартиру в глазах другого человека, как элемент, в котором есть накопленная любовь, которая фактически принесет вам материальное благополучие. Если нет денег, обращайте внимание, насколько вы их радостно тратите. Обращайте внимание, насколько вы радостно тратите деньги. Дело в том, что очень много людей тратит деньги, расстраиваясь. Вот это слово «расстраиваясь», оно является камнем преткновения, фактически блокируя поступление материального благополучия в жизнь человека. Запомните мой совет. В тот момент, когда вы берете деньги, тратите деньги, и после того, когда вы их потратили, старайтесь отвлекаться и совершенно не думать о том, что вы сделали. В случае, если вы это примете для себя как закон или примете для себя как одно из условий вашего благополучия или вашей жизни, вы очень быстро обратите внимание на то, что материальное благополучие у вас будет увеличиваться. Ранее, когда-то, Карл Маркс сказал такие слова: «Спрос порождает предложение». Я хочу сказать вам, что на сегодняшний день количество спроса невелико. Люди уже не хотят ничего. То есть фактически люди, которые пытаются зарабатывать деньги, они ищут какой-либо спрос, надеясь, что кто-то будет покупать у них что-либо. И заблуждается вот в чем. На сегодняшний день любая продажа — это покупка на самом деле элемента радости. Когда вы покупаете что-либо, скажите, зачем вы это покупаете? И мой ответ такой: человек уже не покупает себе платьечко, штанишки или что-либо. Человек, как правило, покупает себе радость. Именно поэтому, когда вы будете позиционировать какой-либо товар, делайте это с позиции такой, что человек у вас должен купить радость для себя. То есть вы будете радоваться, живя в этой квартире. Эта машина принесет вам радость, это столько радости принесет и так далее. То есть вот таким образом позиционируйте это с позиции того, что вы принесете радость человеку тем, что он у вас купит какой-либо предмет там, или какую-либо услугу. Ну и второе. Многие люди начали позиционировать свой бизнес, начали пробовать продавать что-либо в интернет или пробовать продавать что-либо где-то. И я хочу вам сказать, не спрос сейчас порождает предложение, а радость, которую может привлечь человек в свою жизнь. И второе, это, конечно же, эмоция. Старайтесь делать так, чтобы человек, который видит ваш товар, входит в ваш магазин, видит ваш сайт, видит ваш призыв, видит прежде всего эмоцию, потому что эмоция порождает предложение. Делайте все эмоционально, делайте все ярко, делайте все необычно. Дальше. Денежные массы любят эстетов. Почему я это говорю? Я когда-то задумывался вот над чем. Когда-то, смотря фильм, который был о средневековье, я обратил внимание, что люди в большинстве своем в средневековье, они не доедали, жили плохо, была антисанитария, была, в общем-то, плохая жизнь у людей. Но вот один момент меня затронул. Почему же те люди, которые являлись элементом благородных домов, эти люди вели себя по-другому? Зачем им необходимо было себя изменять? Ведь гораздо проще было есть, как остальные люди, руками. Гораздо проще было вести себя, как остальные люди. То есть там драться, кричать и так далее. Но вот видите, одна из особенностей королевской семьи заключается в том, что королевская семья свято чтит вот такой элемент благородства, элемент эстетизма, элемент хороших манер,
Эти люди, которые добиваются, или которые пришли, или стали царями, эти люди, они максимально во дворцах ведут себя, максимально эстетично. Они стараются хорошо разговаривать, они стараются проявлять положительные эмоции друг другу, они стараются хорошо есть. И я понял со временем, это является одним из элементов или одним из тайн, которые могут сделать человека богатым человеком. Именно поэтому много людей стараются жить эстетично. Именно поэтому покупают дорогие вещи, дорогие картины обихода, антиквариат. Стараются при этом кушать красиво за столом, стараются при этом вести светские красивые беседы, стараются при этом. Но бывают же другие, бывают мещане. Бывают мещане, но я могу утверждать вам где-то на большое количество процентов, что рано или поздно такие семьи не смогут добиться бесконечного прихода в свою жизнь материального благополучия, и рано или поздно такие семьи смогут разориться. Именно в тех семьях, в которых нет традиции или нет обычая светского общения, нет традиции красиво разговаривать, хорошо есть и красиво себя вести по отношению друг к другу, эти семьи рано или поздно впадают в эзотерическую систему, которая называется поглощение волн нищеты или по-другому объятие черни. То есть человек плавно спускается. Если за столом вы все время материтесь, если за столом все время вы ругаетесь, если за столом претензии и ненависть, если едите как попало, если вокруг вас пахнет плохо, если вы к этому не стремитесь, я не говорю, что нужно всех заставить это делать. Делайте вы. Делайте вы как пример. Будьте вы тем человеком, который это делает. Возможно, вы в том мире, в котором вы живете, и живете как вы хотите, возможно, вы проживете богато. Но я хочу вам сказать о том, что нужно думать еще и о своих детях. А вот ваши дети или даже ваши внуки, они, наверное, съедут. Потому что не будет такого папы, который зарабатывает деньги, будучи бизнесменом или политиком. Не будет такой мамы, а дети обучатся у вас, они воспитают своих детей, и эти дети не смогут жить хорошо. Но нашей же задачей является делать немножко больше для своих потомков, чем делать для себя, правильно? Поэтому нужно подумать о детях. Женщина не может выйти замуж, я всегда говорил. Кстати, несколько слов об этом. Очень часто женщины говорят: Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж. Андрей Андреевич, что мне делать, я не могу выйти замуж. Существует два принципа. Первый принцип: женщины, не думайте о том, что вам нужно выйти замуж. Почему? Мир устроен по принципу противоположностей. Первая противоположность звучит так: если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно поэтому это является вот такой дилеммой. Женщине, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем. Танцуйте, пойте, вяжите. А в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека как элемент, с которым можно лечь в постель. И пусть это для вас стоит как бы на первом месте. Но при этом не нужно ложиться в постель им с первый день. Но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель. Если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет. Он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо. Он начнет вас рассматривать как будущую свою женщину. Вот хотите верьте, хотите нет, слышите меня и делайте, как я вам говорю. Это откроет вам глаза на многие события. Далее. Слов «почему я беден» или слова «почему я беден», которые часто произносят люди в своей жизни, нужно заменить на слова «зачем мне деньги?». Если слово «зачем» связано с духовными мотивами, то есть это звучит так:
мне деньги необходимы для того, чтобы сделать жизнь моих близких лучше. Мне деньги нужны для того, чтобы я мог быть всегда здоровым. Мне деньги нужны для того, чтобы жениться, чтобы замуж выйти, чтобы получить образование, чтобы родителям помочь. Если для этого нужны деньги, тогда они будут появляться в вашей жизни. Если деньги нужны для того, чтобы забухать, загулять, если деньги нужны для того, чтобы все вам завидовали, если деньги, о которых вы мечтаете, фактически или гипотетически, могут привести к тому, что пройдет разрушение каких-либо людей, если не будет за счет этого созидания, то тогда вы, скорее всего, деньги не получите. Поэтому, почему у меня нет денег, скажите себе, зачем они мне нужны. Если ваши мотивы, они созидательны, если это мотивы приумножения рода, если это мотивы найти мужа или жену, если это мотивы жить в любви, если это мотивы духовного плана, помочь родным, если это духовные мотивы, если это мотивы, которые сделают вас добрее, теплее, счастливее, радостнее, тогда такие мотивы, они могут помочь человеку стать богатым. Если мотивы разрушительные, там, я отомщу, я заберу, я всем докажу, пусть все завидуют, то такие разрушительные мотивы обязательно приведут вас к бедности. Есть два типа добивающихся людей. Есть два типа добивающихся людей. Один тип добивающихся людей, я их называю янскими людьми, и другой тип добивающихся людей, я их называю инскими людьми. Типы янские — это типы, которые стараются добиваться путем конкуренции. Они всех расталкивают, они наглые, они везде добиваются, они стараются всех там толкать. И этим людям, поверьте мне, тяжелее всех. Потому что они тратят очень много энергии, они верят, что весь мир вокруг них война, и им нужно доказать, добиться. Они все время добиваются, но они все время находятся в состоянии страха и так далее. Я рекомендую вам выбрать другой путь. Это путь, который называется духовный путь. Добиваться чего-либо с позиции духовного пути гораздо легче. Каким образом это делается? Это делается так, что человек говорит себе по утрам: весь мир хочет мне только добра, весь мир старается мне только давать. И верить в то, что каждый человек, который встречается вам на пути, это каждый человек, который вам хочет дать денег, каждый человек, который встречается на пути, хочет для вас сделать что-то хорошее, и каждый человек, которым вы встречаетесь, хочет вам помочь в том, чтобы вы стали более богатым человеком. Вам необходим именно вот этот настрой. Я вам говорю, это очень эффективный метод. При этом хотел бы вам сказать, что в случае, если человек живет по принципу конкуренции янской, когда он добивается, когда он всех отталкивает, когда он должен проломить или протолкать всех своим лбом, то когда человек идет по пути конкуренции вот такой, он должен конкурировать с огромным миром. А с этим миром конкурировать очень сложно, потому что всегда найдется кто-то более красивый, более умный, более быстрый, более наглый, более молодой, более еще какой-то. И поэтому конкурировать с 6 миллиардами населения будет очень сложно. А вот в духовном плане конкурировать тоже возможно. Поэтому, принимая конкуренцию в духовном плане для себя, говоря, что мир меня обожает, все люди хотят мне только помогать стать богаче, все хотят для меня только отдавать, все хотят мне помогать, все только для меня создают, но ошибаются и так далее. Ну и двигаться на пути эстетизма и духовного роста, то есть стараться увеличивать радость от того, что вы живете, стараться любить тех людей, которые рядом с вами находятся, стараться создавать мир такой, в котором вам будет хорошо, стараться искать те новости, которые не будут вас огорчать, стараться не огорчаться, служить добрым богам. И вот эти все элементы, они могут помочь человеку быть высококонкурированным в духовном мире. Конкуренция в духовном мире — это точно такая же конкуренция, как в физическом мире. И будучи конкурентным в этом мире, вы можете добиваться тоже высоких материальных
состоянии и добиваться материального увеличения материального. Как стать человеком высокодуховным? Есть два принципа. Верьте словами «скоро у меня будет все хорошо» и восхищайтесь. Всем восхищайтесь. Ой, как красиво, как хорошо, ой, как приятно, ой, как вкусно, какая ты красивая, какая ты хорошая и так далее. Старайтесь вот так быть. Конкуренция в этом мире — это физическая конкуренция. Я рекомендую вам выбрать другой путь, это путь духовной конкуренции. А еще во всем виновато наше обучение, и во всем виноват наш менталитет христиан. Дело в том, что когда человеку-христианину делают больно, то человек-христианин обычно все прощает. Мы такие люди, мы любим прощать. Поэтому, когда, допустим, сволочь, последняя сволочь, руководитель, политик, кто-то там, губернатор или еще кто-то обижает людей, то эти люди, они прощают. Они говорят: ну и Бог с тобой, ну и ничего страшного, ну как-то проживем. А вы знаете, что вот такое прощение не идентифицирует подлеца, и в его сторону ничего не течет. Ни ненависть, ни долг, ни еще чего-то. Именно поэтому я всегда говорю: идентифицируйте тех людей, которые негодяи. Пусть эти негодяи всегда для вас будут негодяями. Каждый раз, видя этого человека или вспоминая об этом человеке, говорите: вот он, негодяй, я его ни за что не прощу. Таким образом, увидите, что если бы весь народ, видя негодяев, произносил: это негодяи, и мы им не простим, что они с нами сделали, то эти негодяи не смогли бы быть теми, кем они являются. Ладно, сейчас. Те люди, которые сейчас пробуют заниматься бизнесом, они используют еще старую модель. Это старая модель, которая была в Советском Союзе, когда люди говорили друг другу слова: ну как тебе этот человек? И обычно говорили: он хороший человек, не обращая внимания, насколько этот человек специалист в данной области. И я хотел бы вам сказать о том, что же такое настоящая буржуазия. Дело в том, что люди, которые проживают в наших постсоветских пространствах, до сих пор считают, что им кто-то что-то должен. Но они забывают, что они перешли в буржуазную модель. Эта буржуазная модель подразумевает олигархов, она подразумевает защиту олигархов, а также эксплуатацию трудового пролетариата. Именно поэтому раньше мы жили в социализме, где руководящая сфера заботилась о людях, которым давали пенсии, которым давали социальные пакеты, за которыми наблюдали, которым старались помочь. Потом, после того, когда страна перешла в состояние буржуазии, кто бы что ни говорил, именно это сейчас происходит, то проявился элемент такой, который нужно запомнить. И этот элемент называется: буржуазия эксплуатирует трудовой пролетариат. Именно поэтому каждый человек, который сейчас живет в тех странах, которые приняли для себя буржуазию как элемент, а как определить, есть ли буржуазия или нет, ну очень несложно это сделать. Напишите слово «олигарх» в интернете и посмотрите, кто эти люди. И вы сможете понять, это люди, которые являются владельцами заводов, газет, пароходов. И это люди, которые эксплуатируют трудовой пролетариат. Именно поэтому этих людей можно условно назвать буржуа или буржуями. Но я ни к чему не призываю. Я просто хочу вам открыть глаза. Дело в том, что буржуазия защищает интересы буржуазии, а не интересы пролетариата. Именно поэтому хотел бы вам сказать: если вы считаете, что кто-то вам должен, что кто-то вам что-то даст, знайте, единственная возможность стать кем-то или чем-то в этой стране — это становиться эксплуататором трудового пролетариата, товарищи. Ну вот других элементов нет. В наше время это очень важно иметь в понимании своем. Ну и второй вариант, который связан только с постсоветским пространством. У нас человек может стать буржуем в случае, если он имеет хорошие знакомства. Именно поэтому очень важно обучать своих детей
коммуникации, знакомством, находить хорошие знакомства, дорожить этими знакомствами, коммуницировать с этими людьми, стараться для этих людей. Не имейте 100 друзей, не имейте 100 рублей, а имейте 100 друзей. Старайтесь, чтобы ваша жена или муж максимально участвовали в бизнесе. По какому принципу? Пусть мужчина будет бульдозер, а женщина пусть будет асфальтоукладчик. Потому что мужчина, он может очень быстро создать, мужчина может придумать, мужчина может воплотить. Но вести это мужчине сложно. Но если туда поставить женщину, которая любит своего мужчину, она будет копейку до копейки складывать. Она будет рубчик к рубчику прикладывать, приклеивать. Она везде всунет свой носик и скажет, немного ли мы платим. И она везде скажет, может быть, надо меньше. И везде она там все сделает, и все будет чисто. И она будет за все переживать. Самые благодарные управленцы — это женщины. И самые неблагодарные — это мужчины, которые должны быть топами. Мужчина может договориться, мужчина может кому-то приехать, мужчина, но уже управлять глобальной системой мужчине не нужно. Именно поэтому женщинам очень часто сложно управлять, вернее, не сложно управлять глобальной системой, но сложно начинать создавать систему. Пусть мужчины начинают, а женщины... Богатые люди очень любят своих детей. Я это заметил, потому что очень давно общаюсь с богатыми людьми и заметил, что очень часто этих детей любят до фанатизма, до прямо какого-то выращивания просто из этого человека монстра. Но вы знаете, это очень правильно, потому что я заметил, что просто даже когда человек очень любит детей, любых, у него появляются силы. Почему? Так социум устроен, и так включается у человека определенные, наверное, какие-то психоэнергетические, может быть, эзотерические тумблера в сознании, наверное, в его жизни, которые дают возможность этому человеку что-то делать для рода людей. Именно поэтому, когда человек любит детей, когда человек любит своих детей или обожает своих детей, это все рано или поздно приводит к тому, что у него появляется или улучшается материальное благополучие. Не зря возникает вот такой, не зря есть пословица народная, которая звучит так: есть дети, или Бог дает детей, и на детей тоже дает. Кстати, почему у людей, у которых рождаются дети, появляется больше денег? Помните, я говорил, с нами происходит то, что мы чувствуем. Дети создают огромное количество позитивных эмоций. Чем больше у человека позитивных эмоций, тем больше в его жизни материального благополучия. Дети еще и любят безвозмездно тех людей, которые рядом с ними. Именно поэтому, куда течет любовь, туда текут и деньги. Вот вам и объяснение, почему Бог дает детей и на детей дает. Чтобы выпутаться из иллюзий, старайтесь всегда четко говорить: есть деньги, будем делать. Нет денег, даже не нужно мечтать. Потому что очень часто люди начинают фантазировать. Вот эти элементы фантазии — это проблема многих людей-эзотериков. Потому что они начинают фантазировать, придумывать. Но дело в том, что вы забываете, дом строится из кирпичей, а не из фантазий. А кирпичи стоят денег. Именно поэтому, если у человека есть деньги, появляются кирпичи. Есть кирпичи, строится дом. Точно так же и бизнес. Человек говорит: вот я хочу открыть торговый центр. А у тебя есть деньги? Нет, у меня пока это только в планах. Ну нет. Тогда не будет кирпичей, потому что если это вырисовано в твоих планах или вырисовано в твоих иллюзиях, то тогда зачем тебе это давать в настоящем? Ты же и так получаешь удовольствие от того, что это в твоих иллюзиях. Я хочу вам сказать, то, что в ваших иллюзиях, этому, как правило, не суждено сбываться. Почему? Вы удовлетворяетесь иллюзиями, потому что настоящая жизнь, она более физическая. В настоящей жизни нужно на свои силы ориентироваться, нужно стараться или отталкиваться от своих собственных сбережений и так далее. Также хочу вам сказать, что очень много людей, я замечаю их в последнее время, это много людей, которые начинают жить по принципу такому: я могу все сделать, я могу всего достичь, но только до момента, пока они не начинают это делать. Потому что как только они начинают это делать, они понимают, что они и ничего не могут достичь и так далее. Почему? Планку
берут очень высокую. Когда-то я был знаком с одним мужчиной, он был очень полным. И этот полный мужчина все время говорил: у меня такой удар, у меня такой удар, я и там орден Ленина, и в прошлом спортсмен и так далее. И потом однажды он поехал вместе со мной на ринг, но я не становился с ним на ринге, а его Виктор звали. А молодой парень такой, наверное, килограмм на 50 меньше его, сказал ему: если хотите, я могу быть вашим спарринг-партнером, если вас это не обидит. И он говорит: да, слышишь, что ты там не тощий можешь вообще, у нас разные весовые категории. Так вот этот тощий его за 2 минуты просто ухайдокал. Не знаю, дошло там до нокаута или нет, но этот человек, который был не готов, то есть он психически был готов, физически. Точно так же и люди. Очень часто мы психически готовы к большому спорту, но физически не готовы. Точно так же и в бизнесе. Не ориентируйтесь психически на большой бизнес. Ориентируйтесь всегда на физический бизнес, на что-то более конкретное. У вас нет денег, вы не знаете или не можете вкладывать много, ориентируйтесь с малого. Допустим, там выращивать пророщенную пшеницу, выращивать пророщенные, там закатывать какие-то там какую-то еду, там развозить продукты питания, создавать бизнес, который связан с доставкой пищи и так далее, с доставкой там фармпрепаратов, с доставкой пищи, с доставкой воды, с доставкой пива, ну и делаете вот такие сайты, там что-то такое очень простое создавайте, там подстригать на дому, вырывать волосы на дому, эпиляция, или там услуги юриста на дому и там массаж на дому, то есть старайтесь делать не сразу там салон, в который будут приходить люди и там будет 1000 разных аппаратов стоять. Вы надорветесь, у вас ничего не получится и будет вам очень плохо. Начинайте с услуг, допустим, на дому, там пришли. Меняйте свои мечты на поиск информации. Когда появился кризис, очень много людей начали мошенничать. Поэтому старайтесь не обращать на такие компании внимания. Не становитесь сладкими людьми. Если появляется компания, которая говорит, что мы возьмем ваши деньги, вы заработаете к этим денег там 100%, 200%, я обычно говорю такие слова. Скажите, зачем я вам нужен, если у вас уже все вожжи в руках? Зачем такой маленький человек, как я, нужен? Если вы можете сделать из ничего 300, а из 300 1000, а из 1000 30 000, а из 30 300, то тогда зачем я вам? Значит, подождите просто. Те деньги, которые вы заработали, вложите. Вновь заработанные деньги вложите. Вновь заработанные вложите. А как и раньше живите просто. Вам же есть где жить. Вам же есть что есть. Ну и вот так сможете чуть-чуть времени больше потратите и заработаете деньги. Поэтому не будьте сладкими клиентами, не верьте, никто вместо вас деньги не заработает, никто вместо вас вам их не даст. Вот так. Дальше. Далее, не рассказывайте никому о том, что хотите сделать, иначе вас сглазят. Поэтому делайте все тихо. Всегда будьте готовы к неудачам, переступайте неудачи. Принимайте неудачи. Вы должны знать, что ребенок за 9 месяцев падает 1000 раз. Поэтому и человек, который начинает заниматься бизнесом, у него, конечно же, будут неудачи, конечно же, не будет получаться, конечно, что-то будет получаться плохо, и это непременно будет происходить. Были ли неудачи у меня? Они есть у всех людей, абсолютно. И у меня они были тоже, и не раз. Рассчитывайте исключительно на свои силы. Не делайте бизнес в долг, не берите деньги у кого-то, чтобы делать бизнес, начинайте его делать самостоятельно. Я недавно говорил такие слова, я хочу их еще раз, у нас еще много, ну тогда продолжим. Старайтесь говорить правду себе, поэтому если ваш бизнес тонет, если у вас он не получается, скажите себе: у меня он не получается, он у меня тонет, лучше его закрыть. Потому что чем дольше он будет тонуть, тем на больше вы попадете. Никому не жалуйтесь, потому что чем больше вы жалуетесь, тем сильнее вы тонете.
Старайтесь себе говорить правду, никому не жалуйтесь. Дальше, не вступайте в партнерство, особенно с фантазерами. Поэтому, если вы начинаете разговаривать с человеком, и он не от мира себя своего, он фантазирует, и тогда мы, это самые страшные слова. У меня когда-то была такая ситуация, начинал общение с человеком, хотел взять его в бизнес-партнеры. Почему? Бизнес вырос, и у меня был выбор. Либо этот человек на совместные деньги заходит, либо он заходит как директор. Я не стал его брать, я объясню вам почему. Когда я ему говорю, вот и бизнес мы этот сможем, он со мной встречается, говорит, а вот тогда мы сможем сделать его так бизнес, и вот сюда мы сможем, и вот здесь магазины откроем, и тогда начнем работать с Польшей, и с Германии начнем. Я куплю себе Феррари, поеду за границу, куплю себе дом, я всю жизнь мечтал работать во Франции. И у меня сразу же идея такая была, да ты ж фантазер. Никогда не работайте с фантазером. Все фантазеры попадают. Потому что события не успевают за их фантазиями. Я даже начал одергивать свою жену в свое время, потому что там и мы сделаем это, мы сделаем и тогда. И я говорю, а тогда нужно прекратить. Не надо фантазий, потому что любое фантазирование блокирует возможности. Не фантазируйте, не фантазируйте, не фантазируйте.